привет! Извините за мой такой безмакияжный, безуложенный лук. Просто у меня сегодня такой домашний день, и я лечу кожу. Но это не суть этого видео, я просто решила его сегодня записать спонтанно, потому что мне сегодня приходят сообщения от подписчика, что я говорила на стриме, что сколько зарабатывают блогеры, это общедоступная информация. Он прогуглил и немножко прифигел, почему я ною, что не могу себе позволить новый микрофон, почему то, почему сё. Оказывается, эта информация на многих сайтах, которые рассказывают о том, сколько зарабатывают блогеры, просто там в разных валютах немножко различаются цены. Сайт, который он мне скинул, это было, я вам, в общем, где-то оставлю, и название сайта, и скрин. Канал Scale ASMR заработал $165 тысяч за все время существования. То есть 2 года, 2,5 или 3, господи, я забыла. Ну, неважно, короче, вот главное по видео смотреть, когда было первое видео, наверное, где-то 2 года назад. Я прифигела. И начала смотреть на ютубе, можно ли рассказать про свой заработок, показав при этом скрины. Реальные, да, сколько я зарабатываю, а не просто вам на словах рассказывать. То, что нельзя рассказывать, я нигде не нашла, но посмотрела видео других блогеров, и никто это не показывает. То есть все тоже приблизительно говорят, ну вот приблизительно там за 1000 просмотров вы получаете столько-то, бла-бла-бла-бла, ля-ля тополя. Я решила вам рассказать, сколько я правда зарабатываю, потому что, ё-моё, ну $165 тысяч, я вот... Видит Бог, я не против, где эти деньги? Мне аж плакать от обиды захотелось. И в конце мы немножко разберем, как можно чуть больше зарабатывать, чем я на ютубе. Давайте сначала все-таки посмотрим канал Scale ASMR, где так, где-то у вас будет скрин, расчетный доход с разбивкой по месяцам. Как вы видите, в декабре больше всего заработок, так как в декабре YouTube платит намного больше, чем обычно. Вы это увидите на всех каналах. Январь, февраль тоже что-то он побольше платил, не знаю по какой причине. Март, апрель, май. То есть апрель вы видите вообще как-то не весело. Хотя если вы прочекаете канал Scale ASMR, в апреле выходили довольно много видео, больше даже кажется, чем в феврале. И с довольно неплохими просмотрами, что самое интересное. То есть тут вот эта вот логика: за 1000 просмотров YouTube всегда платит по-разному, по их каким-то личным ощущениям, и вы никогда о них не узнаете, об этих ощущениях. Столько я заработала с декабря по апрель, вот вы сейчас видите здесь заработок на май. Учитывая, что я снимаю на ASMR-канале все равно довольно часто, мне кажется, ну, по крайней мере, вот апрель давайте возьмем и март, учитывая, что у меня 150 тысяч подписчиков, учитывая неплохие просмотры, ну, не идеальные, но неплохие, давайте будем честными, и учитывая то, что вы должны понимать, чем больше у вас видео, то есть у меня 250 уже видео на канале, не буду врать, кажется, они тоже же набирают просмотры, то есть чем меньше у вас видео, даже если эти видео будут набирать хорошие просмотры, у вас не выйдет такая сумма. То есть если вы начинающий блогер и вам повезет, вы сразу раскрутите свой канал, и у вас будут по 20, 30, 40, 50 тысяч просмотров на видео, у вас не выйдет эта сумма еще долгое время, пока в принципе на канале около там 200-250 видео, как у меня, не будет, при этом некоторые из них миллионники, которые до сих пор набирают просмотры, то есть это такая долгосрочная инвестиция, да? Чем больше видео, тем больше у вас просмотров, тем больше у вас заработок. То есть что мы имеем? 150 тысяч подписчиков, более-менее регулярные видео с неплохими просмотрами, от 40 до 50, некоторые до 100 в том месяце дошли 1000 просмотров, и видео-миллионники плюс 250 тысяч, 250, извините, видео, которые уже есть. И вот такой вот заработок, то есть апрель $363. И сейчас мой канал все равно находится на неком своем пике. То есть, если бы вы посмотрели на это год назад, там вообще было не весело, потому что, подписчиков меньше, просмотров меньше, видео существующих меньше, то есть, следовательно, и заработок у вас намного меньше. То есть, можно отталкиваться от 200 или $180 или $100, смотря как везло, и видите, что
по месяцам YouTube опять же разно платит. Вот декабрь и январь, например, хоть в декабре вам больше платят, вам начнут в январе очень мало платить. Но мне кажется, это как бы инь-янь. Канал, чтобы вы понимали, канал, где вы сейчас это смотрите, влоговый канал, где у нас получается около 11 или 10 тысяч подписчиков. Короче, здесь мало видео, то есть видео не набирают старые, не так много старых видео набирают просмотры, новые видео набирают тоже небольшие просмотры, как у многих начинающих каналов, чтобы вы понимали, сколько SMR-канал вот в этот период зарабатывала, когда у меня было 10 тысяч подписчиков. Ну, чуть больше, потому что просмотров там все-таки было больше. Где-то тут будет фотка. Апрель $7. Март $5.65. А на субтитры я трачу намного больше, чем вообще канал дает. Но это, опять же, долгосрочная, я надеюсь, инвестиция. Ну и мне просто хочется, чтобы канал развивался. И теперь давайте посмотрим на английский канал. Этот канал зарабатывает, несмотря на то, что это молодой канал, больше, чем русские каналы, потому что англоязычные каналы зарабатывают, в общем, за рекламу им платят больше YouTube. Ну, тут тоже вы можете заметить, ну, нормально. То есть я считаю, что английский канал это его бы развивать мне, а вот мне все лень, потому что там намного больше, конечно, вы будете зарабатывать. Если вы думаете о том, чтобы начать зарабатывать на YouTube, я вам очень советую завести англоязычный канал. Теперь давайте перейдем к все-таки к такой, сколько вам придется инвестировать в канал, если вы хотите его завести. То есть вот в ASMR канал долгое время я намного больше вкладывала, чем вообще получала. За тот месяц я заработала около $400, чуть больше. Камера стоит $500. Я как бы только сейчас могла бы ее за месяц окупить. А ее надо было, естественно, покупать в начале. То есть это камера, это микрофон, это всякие безделушки, которые изначально вам не присылают на обзор, как сейчас. Хотя сейчас я тоже много кристаллов я покупаю, ну много чего я покупаю, что не присылают на обзор. Кажется, что ой, да мелочь. Но если вы за месяц посмотрите, такой мелочи много, там тоже на $100 накапливается. Теперь давайте перейдем к... Чему я еще хотела перейти? В начале ASMR канала у меня было довольно много ролевых игр. Костюмы, парики стоят безумно дорого. Вам надо будет штатив покупать, это тоже дорого. Хороший штатив у меня плохой, ну вообще, даже плохой стоил $20. Хороший штатив стоит около $100. Свет дорогой, любой свет, более-менее нормальные штативы, фоны, короче, много всего. Плюс, если вы там не сильный, как я в торренте, это покупка программ, на которых надо обрабатывать. В общем, я долго не могла окупить просто то, что я вкладываю в этот канал, потому что на костюмы я тратила больше, чем я получала с этих видео. Ну и сейчас тоже я за квартиру больше плачу, чем я с канала получаю, учитывая еще, что, опять же, что-то для канала я тоже сейчас покупаю, то есть я еще с той суммы трачу как бы деньги. И я, если кто из вас знает, проблема с ютубом, когда у вас есть AdSense, как он был у меня, и я перевела его на другую страну, с сентября по февраль, конец февраля, мне не выплачивали деньги. Точнее, они были на AdSense, но 3 раза не пришло в Грузию письмо, при этом кнопка YouTube пришла. А это значит, что больше письмо я заказывать не могу, а без письма вы не получите деньги на свой счет. То есть все то, что я заработала с сентября по февраль, я не могу вывести, то есть они пропали. Они как бы есть, но я уже писала и в поддержку YouTube, и везде, куда могла, и договаривалась с партнерскими программами, с которыми я обычно не связываюсь, я без партнерки работаю. И в такой ситуации, если она у вас тоже будет, вы никак не вернете свои деньги. То есть всем все равно, вы ни до кого не достучитесь, и это в принципе невозможно. Тоже прелести YouTube. Просто я часто в последнее время слышу, да вот, YouTube, сейчас я, стану, ты же легко сидишь дома, сейчас я стану блогером и стану мультимиллионером. Ты сидишь такой, ну да, мечтай, сразу прямо станешь мультимиллионером. Следующее. Это да, вы очень много должны инвестировать в канал. Вы должны попасть в любимчики YouTube. Да-да-да, это самое сложное. Это то, как вас YouTube рекламирует. Если вас YouTube не будет рекламировать про ваш канал,
на этой платформе никто не узнает, потому что каналов дофига. При этом хороших каналов, у которых все равно мало просмотров и подписчиков. И это не потому, что они плохие. Вам нужно попасть вот в этот поток, когда YouTube почему-то тебя выберет. Есть официальные данные, как YouTube, в принципе, их алгоритмы выбирают этот канал, это чушь. Это просто чушь. То есть столько каналов набирают и хорошие лайки от своих подписчиков, да, и быстро их начинают смотреть, все равно они в этот поток не попадают, и только их подписчики, как бы, которые уже как-то накопились, их смотрят. Вы сами можете заметить, например, я в ASMR смотрю очень много ASMR, естественно. Некоторые блогеры, большие довольно, мне не нравятся. И я не хочу их смотреть, но каждый божий день они у меня в рекомендациях, если прям не заморочиться, не пойти, не убрать, чтобы вам их больше не рекомендовали, да. То есть ты понимаешь, что их просто вот пихают куда угодно. И хочешь ты, не хочешь, вот в этот поток ты тоже когда-нибудь попадешь и тоже начнешь их смотреть. То есть я еще не начала просто из серии «Мне не нравится», вот те, кто мне нравится, такое мне там рекламируют. Это раз. 2 и 25 тоже. То есть вы понимаете, что, короче, на ютубе таким способом заработать хорошо нельзя. Как можно на ютубе хорошо заработать? Вам надо было стать блогером энное количество лет назад, например, как бьюти-блогеры, давайте возьмем на русском, да, ютубе, которые стали делать видео еще в 2012 году. Они сейчас явно зарабатывают около 2-3 тысяч долларов, мне кажется, в месяц, потому что, представляете, какое количество видео у них все равно набирает просмотры, сколько видео, да, сколько видео все равно как-то кто-то где-то посмотрит, то есть в общем сложности у них очень много видео, и поэтому просмотры тоже большие. Плюс, если вы выбираете такой контент, как ASMR, вам обычно за рекламу какие-то бренды особо не платят, вам просто присылают и говорят, особенно на русском ютубе, да, просто покажи, и мы вам бесплатно дадим. В бьюти-сфере, если вы большой блогер, вам еще платят за то, что вы это прорекламируете, они просто бесплатно дадут. То есть вам надо было или энное количество лет назад сделать свой канал, либо выбрать ту сферу, опять же, где бренды готовы с вами сотрудничать. То есть это какая-то бьюти-сфера, ну и потом вам как-то надо, естественно, там добиться успеха, но это уже ваше дело. То есть выбрать какую-то такую сферу, где дорогие бренды вам будут присылать на обзоры вещи, и эти дорогие бренды могут это проплачивать. Те же китайские сайты, которые мне присылают вещи, я понимаю, что если я им скажу, заплатите мне еще за видео, мне даже это не пришлют бесплатно, потому что они не могут себе это позволить. Это вам не Lancome, не косметика, там какая-то Chanel или Urban Decay. Они не могут себе такого, да, если бы они всем блогерам платили, сайт бы разорился. Ну так вот. Или же вам надо быть англоязычным ютубером, но там уже тоже все ниши, в принципе, заняты, очень много лет он существует, все крутые места давно заняты, и пробиться туда, в принципе, невозможно. И тоже, как они получают такие большие деньги? Тот же Джеффри Стар, та же Ники Tutorials, просто миллионники, просто миллионники, они основные свои деньги все равно зарабатывают от рекламы, и от своих каких-то брендов. То есть у Джеффри Стар свой бренд. Я 100% уверена, что ему намного больше, чем YouTube приносит. YouTube для него это реклама самого себя. Та же самая Ники Tutorials, которая может взять за то, чтобы просто прорекламировать палетку чуть теней около 150 тысяч долларов. Да, но это не деньги, то есть это не YouTube ей платит, это вот именно рекламодатели, которые приходят и говорят, я хочу, чтобы вот ты сказала про эту какашку, что она хорошая, и я тебе готов за это заплатить и 500 тысяч долларов. Ну и так, в принципе, это и происходит. Но опять же, те ниши заняты, как много лет мы там никого нового не видим. Все, они там уже, все хорошо. Немножко там трое блогеров как-то пытались, у них сразу был скандал, их сразу опустили вниз. Либо же, если вы все-таки хотите заниматься русским ютубом и такой сферой, где, опять же, бренды не сильно вам что-то могут предложить, то единственная ваша возможность – это стримы. Вы сами можете видеть, сколько блогеры зарабатывают во время стрима, и мне кажется, это их чуть ли не основной заработок, потому что, как вы могли заметить с моего даже ASMR-канала, заработок, то есть я бы им не могла даже квартиру оплатить. А там за один стрим, если ты стримишь
если вы стримите, надо стримить регулярно, сделать красивую картинку, хороший звук, то есть опять же инвестировать до хрена денег в это сначала. И тогда вы со временем, везде здесь есть слово «со временем», вы будете тем стримером, который получает 3 раза в неделю, там, когда стримы, неплохую сумму денег. Не знаю, в русской валюте, но обычно там хорошие блогеры, там, не знаю, по 5-6 тысяч рублей зарабатывают, не знаю, сколько это в евро. Ну, кажется, неплохо на российский формат. Иногда даже если даже 1000-2000, и вы стримите 3-4 раза в неделю. Это тоже обговорили. Либо же вам надо Patreon. На Патреоне вы можете сами устанавливать, сколько люди вам должны платить, грубо говоря, за ваш контент. У меня установлено $3, но все включено. Но не заморачиваются и делают за $1, я вам просто говорю спасибо, это ваша поддержка мне. За $3 вы там видите мини-видео, за $10 раз в месяц вы видите большое видео дополнительное, и там за $25 вы видите еще какие-то пикантные фотки. Но для этого нужно быть уже крупным блогером, потому что просто так никто вам за Patreon какой-то там непонятной девочке платить, естественно, не будет, чтобы его фотки посмотреть. Сами мы знаем, сколько в интернете и пикантных тех же фоток, и видео в свободном доступе. Это все-таки для таких, я бы сказала, людей, которые правда хотят тебя поддержать, и ты им что-то еще за это как бы дополнительные видео, посты и все такое у них еще есть, как бы такая своя тусовка. И если вы совсем хотите хорошо зарабатывать, что сейчас начали делать многие американские блогеры, которые все равно не смогли занять, хоть и много лет, вон ту нишу Джеффри Стар, даже Триша Паятос, которую я все равно люблю, несмотря ни на что, они ушли на OnlyFans. Я знаю, что Корона Стори тоже ушла, мой любимый ASMR-блогер, на OnlyFans. Врать не буду, мне кажется. Что такое OnlyFans? На Патреоне все равно, для тех, кто думает, что там супер-мега-секси контент, он все равно блокирует определенный контент. Там все равно 18+, такая, знаете, можно поспорить. OnlyFans — это 18+ платформа, чуть ли не с порнографией, за которую вы тоже... Что-то вроде Патреона, но там понятно, что контент довольно взрослый, где вы тоже за это берете деньги, сами устанавливаете, сколько вам человек должен за это платить. Триша делает на этой платформе очень много денег, вроде там кто-то говорил, что чуть ли не $1 миллион, ну, опять же, я не знаю, как там что работает, но вот я недавно в сплетнях американских слышала, да, что теперь это у многих основная платформа, где они зарабатывают деньги. Так что, мои хорошие, не зарабатываю я миллионы, и не 165 тысяч, сами видели, сколько этот канал зарабатывает, представьте, как долго на SMR-канале я зарабатывала столько же. И 106, вот откуда они, мне просто интересно, какой-то же человек заморочился и написал эту сумму, то есть как? Это очень интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть, наконец-то, с доказательствами, кто, сколько я зарабатываю, потому что все вот это вот такое мистическое, да. Насчет донатов, да, что если вы не делаете стримы, вам тоже поступают донаты. В этом месяце их поступило 2 мне на PayPal, и все с английского канала. $10 и $20. Просто тоже, чтобы вы понимали, да. А в том месяце было с русского канала. А в этом месяце еще с русского канала 1000 рублей девочка на гадание задонатила, еще одна девочка тоже задонатила. Но это бывает редко, иногда в месяце вообще никто так не донатит. Ну, в общем, вы сами можете понять, что миллионами тут явно не пахнет. И даже близко к этому тоже. Хотя печально. Ладно, я чуть кофе себе приготовила, но заболталась. Надеюсь, вам было интересно послушать. Кому-то я в этом помогла, может, кто-то не пойдет зарабатывать на YouTube, потому что будет считать, что такие деньги он не хочет, надо больше. Но я пошла дальше учиться, потому что нормальная работа все-таки мне в жизни нужна.